Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня продолжаем с вами пополнять рубрику «Полезное вязание» и разберем еще один из простых способов набора петель для формирования наборного края, то есть своего рода имитация фабричного края. Вот для примера я связала уже один образец резиночкой 1 на 1 и те, кто вяжут резиночку 2 на 2, сейчас я покажу, как сделать этот переход. Вот такой, посмотрите, наборный край получается. Эластичный, сильно не растягивается. Красивый, аккуратный. Вот у нас изнаночная сторона, лицевая сторона. Вот как это смотрится сверху. Для формирования данного наборного края нам с вами потребуется основная нить и дополнительная нить. Дополнительную нить я беру немного тоньше основной нити, да, чтобы у нас вот здесь вот сильно, посмотрите, вот здесь вот краешек, вот здесь вот петли, чтобы не были сильно широкими. Поэтому я использую дополнительную нить немного тоньше основной нити. И, конечно же, нить лучше брать контрастного цвета и лучше не ворсистую, да, хлопчатобумажную, то есть хлопок, либо вот как у меня тут в составе акрил есть ниточка. То есть вот видите, она такая гладенькая, чтобы у нас ворсинки не путались. Итак, соединяем 2 нити. Основную нить. Основная нить у нас идет с вами сверху. Дополнительная нить идет снизу. Суть этого способа в том, что мы набираем количество петель в 2 раза меньше, чем нам требуется. Допустим, мне требуется набрать 40 петель, я набираю сейчас 20 петель. Беру спицы. Я буду вязать методом Magic Loop. Смотрите сами. Кто хорошо вяжет методом Magic Loop, это отлично. Кто не может еще вязать методом Magic Loop, лучше, конечно же, взять чулочные спицы. Итак, соединяю 2 нити. Оставляю небольшой кончик и прикладываю к спице. И пальцем вот так вот придерживаю, девочки. Затем вводим пальцы между этих 2 нитей, основной и дополнительной. То есть обычным способом, как мы с вами набираем петли, вот таким образом. Все. Придерживаем обязательно кончик и набираем петли. Набираем обычным способом. 1, 2, 3. Вот 3 петли набрали, все, кончик можно отпустить. И дальше я набираю 20 петель. Так как мне нужно 40, я набираю в 2 раза меньше. Набрала 20 петель. Все, теперь нам дополнительная нить уже не нужна. Мы спокойно можем обрезать, оставив небольшой кончик. Все. И пряжу убираем. Теперь я распределяю на 2 спицы, то есть по 10 петель. У меня здесь 20 петель, я по 10 распределяю. 2, 4, 6, 8, 10. 10 петель. Перегибаю леску. И распределяю на спицы. Петли на спицы. Все. Располагаю спицы я вот таким образом. Основную нить завожу влево, а хвостики у меня остаются справа. Хвостики можно завязать, девочки, чтобы они вам не мешали. А потом мы их развяжем. Я завязываю так на бантик.
Итак, завязала на бантик хвостики. Все. И начинаю вязать. Вяжу я, вот у меня идет основная нить. Вытягиваю верхнюю спицу, вернее вторую, да, или как заднюю, верхнюю, первая, вторая спица, буду так говорить. И начинаем с вами вязать. Вяжем следующим образом. Так как мы набрали количество петель в 2 раза меньше, сейчас в первом ряду мы будем увеличивать количество петель за счет накидов. Итак, делаю накид. Накид я делаю, посмотрите, вот от себя, то есть нить идет от меня, от вязания, от полотна. Так, и следующую петлю провязываю лицевой. Снова накид, лицевая, накид, лицевая. И так провязываю до конца все петли, которые у меня на спице. Провязываю последнюю петлю на спице, разворачиваю, вытягиваю спицу, перехожу на вторую спицу и то же самое. Накид и лицевая петля, накид, лицевая, и так до конца ряда. Провязала последнюю петлю, сделала накид и провязала петлю. Разворачиваю вязание и перехожу ко второму ряду. Вытягиваю спицу. Сейчас мы с вами будем вязать полую резинку, несколько рядов полой резинки. Накид, который мы сделали, мы провязываем изнаночной петлей. Я провязываю классической, вы можете провязывать обычной, кто как привык. А лицевая петля, вот лицевая, мы ее снимаем, нить оставляя, рабочую нить оставляя за работой. Снимаю я за правую стенку. Дальше. Изнаночную накид провязываю изнаночной петлей, лицевую снимаю. Накид, изнаночная петля, лицевую снимаю. Все. И так мы вяжем до конца ряда. Переходим к третьему ряду. В третьем ряду вяжем наоборот. Изнаночную будем снимать нить перед работой, а лицевую провязываем. Итак, изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую провязываем за правую стеночку. Изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую за правую стенку провязываем. И так до конца ряда. Лицевую провязываем лицевой, изнаночную снимаем, нить перед работой. Четвертый ряд. Четвертый ряд вяжем следующим образом. Повторяем второй ряд. Изнаночную мы провязываем, а лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, нить за работой. И так далее. Довязали до конца ряда, разворачиваем вязание и вяжем пятый ряд. Пятый ряд нашей резиночки, вернее нашего фабричного края. Пятый ряд мы повторяем третий ряд. Нить перед работой изнаночную снимаем. Лицевую петлю провязываем лицевой. Изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем. И так до конца ряда.
Довязали последний 5-й ряд. Все, на этом мы с вами закончили вязать полую резинку. Дальше вяжем либо резиночку 1 на 1, то есть изнаночная, лицевая и по кругу. Вот как вот здесь у меня в образце. Либо мы переходим на резиночку 2 на 2. Сейчас я вам покажу, как переходить на резиночку 2 на 2. И затем мы с вами снимем дополнительную нить. Итак, у нас резинка 2 на 2. То есть должно быть идти 2 лицевых, 2 изнаночных. Либо наоборот, 2 изнаночных, 2 лицевых. Что мы для этого делаем? Провязываем первую петлю, у нас изнаночная. Провязываем ее изнаночной. Дальше у нас идет лицевая петля. Следом за ней изнаночная. Нам нужно их поменять местами. 2 этих петли. Лицевая и изнаночная. Я их снимаю на правую спицу. Затем аккуратненько подхватываю стеночку лицевой петли. Сзади переснимаю изнаночную петлю. И возвращаю ее на спицу. И провязываю эту петлю изнаночной. Вот таким образом. Далее 2 лицевых. Вот у нас идут подряд 2 лицевые. И снова изнаночную провязываю. А дальше следующую лицевую и изнаночную меняю местами. Снимаю. Спереди подхватываю стеночку лицевой петли, сзади переснимаю изнаночную и возвращаю ее на спицу. И затем провязываю. Провязала и 2 лицевых. И так далее. Думаю, здесь уже принцип понятен. Сейчас я довяжу ряд, и мы с вами будем снимать дополнительную нить. Я провязала еще 2 ряда. Вот уже видите, да, вырисовывается резиночка 2 на 2. Итак, сейчас мы должны убрать дополнительную нить. Развязываем наш хвостик. Помогаем, если надо. Вот. И теперь смотрите, девочки, вот у нас наборный, начало наборного ряда. Вот хвостик у нас 2 ниточки. И вот у нас хвостик. Это у нас конец наборного ряда. Вот отсюда мы и начинаем убирать дополнительную нить. Вот таким образом я к себе располагаю. И с помощью иглы с тупым кончиком вот так аккуратненько подхватываю стежки и вытягиваю нить. Если нить вам кажется сильно длинной, конечно, если количество петель у вас на горловину, а может быть это будет у вас низ изделия, то можно ниточку обрезать. Просто обрезать. Аккуратненько, не торопясь, убираем дополнительную нить. Дошли до конца. Вот у нас стежок один остался. Аккуратненько убираем. Все. Нам ниточка больше не нужна. Теперь смотрите. Вот у нас начало ряда. И вы замечаете, что у нас края это открытые петли. Пугаться не надо. И что мы делаем? Вот у нас петля. Первая вот эта открытая, вы ее чуть-чуть тянете и обратите внимание, как исчезают наши петли. Вон, посмотрите, раз, 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 раз. Всю ниточку потянули. Тянем, тянем, тянем. И вот этот хвостик у нас должен убежать. Все, хвостик убежал. Так, сейчас я вот сюда на леску перенесу. Все. И вот такой, посмотрите, девчата, какой краешек у нас получается.
Вот такой ровненький, красивый край, аккуратный. Вот. Вот. Ну, не красота ли, скажите? Вот наш краюшек. Так, нить, которую мы с вами вытянули, вот она ниточка. Мы оставляем кончик для того, чтобы потом спрятать необходимую длину кончика. Все. И дальше продолжаем вязать с вами резинку 2 на 2. Я немного еще отвяжу резиночку по высоте и посмотрим, что у нас получится. Отвязала я небольшую высоту своего образца. Ну и посмотрите, как это смотрится. Я думаю, что очень даже неплохо, да? Вот резиночка и вот край. Вот такой вот красивый, интересный край. Вот такая красота. Кстати, девочки, посмотрите, вот мне почему-то, вот лично мне, больше в фабричном наборном крае нравится изнаночная сторона, чем лицевая. Ну вот не знаю почему. Такое вот отношение у меня. Мне кажется, там более по изнаночной стороне более аккуратно. Ну вот такая резиночка у нас получается. Вот если я вот так вот. Ну представим, да, что это у меня рукавчик. Либо это носочек. Кстати, да, но носочек очень неплохо будет. Ну вот посмотрите, как выглядит. И переход такой, постепенный переход, не очень резкий. Вот здесь вот можно посмотреть, да, вот. Не очень резкий переход на резиночку 2 на 2. И вот здесь такой же край. Вот 2 края. Очень даже неплохо смотрится, девчата, да? Вот. Так что использовать можно как и при вязании горловины, воротника, допустим, да. Тем более воротник мы в свитере вот сгибаем, и у нас очень даже будет красиво все это смотреться. Используется при вязании шапочек. Вот так. При вязании шапок. Можно использовать при вязании рукавов, если вы вяжете снизу. Манжеты для рукавов. Низа изделия. То есть там, где вы желаете, пожалуйста, и используйте в своих изделиях. Ну все, девочки, на этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, данная полезность оказалась для вас действительно полезной. Я думаю, для начинающих это будет очень полезно. Всем дружных спиц, творческих успехов. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока, до новых встреч.